Доброго времени суток. Если вы посмотрели каких-то блогеров, которые создают эти проекты за 5 минут, за 20 минут, и у вас не получилось, не расстраивайтесь, так и должно быть, и не может получиться. А, Добро пожаловать на мой канал. Вы посмотрите, как устанавливать окружение, как создавать какой-то продукт, и у вас получится. Правда, это займет чуть-чуть больше, то есть, ну, допустим, там около 10 часов. Вот, но зато получится. Без программистов, без каких-то космических бюджетов, просто самостоятельно получится сделать на своем домашнем компьютере. Я в это искренне надеюсь. Что сегодня делаем? Мы создали раньше сайт, где он есть, чтобы вы знали, с чего мы продолжаем, то есть чтобы подхватить уже с этого момента, где мы сейчас. У нас уже установлено оборудование, окружение, и у нас создание сайта. А здесь сколько? Ну, какое-то количество видео. 28 видео в этом плейлисте. И сейчас мы пытаемся зайти на наш сайт factwitness.com. Вот он доступен в онлайне. То есть это не просто мы создали какой-то код, а еще и залили его на сервак, и люди имеют право и возможность его посетить. Заходим на google.com, вводим наш сайт и перед этим пишем сайт, двоеточие. И нам показывает сразу все проиндексированные страницы именно нашего сайта в Гугле. Так, страниц немного. Так, попробовать без персонализации. Все, что проиндексировано. Приблизительно так же очень мало. Окей. Значит, Fact Witness, Preserve веб-сайт. Что у нас здесь, откуда тянется это название? Ну и потом мы сегодня поисследуем Google Search Console и посмотрим, какие там ошибки есть. Так, Ctrl-U нажимаем, Ctrl-F, Ctrl-V. Пытаемся понять, что за цитата, откуда она тянется. Я думаю, вот этот вот служебный символ, он экранируется. И если мы как-то его просто сотрем. Ну, то есть из тайтла тянется, но еще и название тянется в начало. Fact Witness. А что мы сегодня сделаем? Try Google Search Console. И дадим задание Cloud Desktop покопаться здесь. Ты находишься в моей учетной записи. Здесь обзор по Google Search Console. Мне необходима статистика для разработчика, детальное техническое задание, точнее отчет о том, почему какая-то из страниц не индексируется. Дай отчет и задай вопросы, если какие-то необходимы. Сейчас глянем, насколько он хорошо сможет выполнить эту задачу. Мы скопировали ему ссылку, дали режим Cowork. В режиме Cowork он имеет возможность, в том числе, вот Navigate. Сейчас давайте глянем. Да, то есть он открыл управление браузером. И вот он перешел в эту вкладку. Это видно по вот такой вот выделенной линии, что вот эта вот группа, которая управляет клаудом. Он зашел правильно в правильную вкладку Pages. Ничего
не кликаю, вот мои руки. Вот это всё. Он листает. Вот. И выбирает. А пока он здесь занимается, то мы пойдем в HR, нашу IDE, в которой мы следим за яичкой, и перейдем в этот сайт и скажем открыть в этом окне. Да, открыть в этом окне. Да, открыть в этом окне. Хорошо. Так, загрузился терминал. Получается, терминал обычно здесь, но я люблю, чтобы он был прямо на отдельной, на весь экран. Мы здесь тоже запускаем клауды. Это будет наш программист, с которым мы будем писать код. То будет внешний исследователь, который, ну вот, да, смотрит, анализирует. Прочти MD-файлы в корне проекта и сравни со своими записями. Есть ли конфликты или все хорошо? С чем сталкивался? Бывает, он что-то там напишет себе в локальную память по проекту, типа делать все, пользователя не спрашивать. А у меня здесь точные инструкции, что я хочу советоваться с ним как с полноценным сотрудником. То есть он должен мне предлагать архитектуру, спорить насчет тех технических решений, которые я предлагаю, доказывать, если я не прав, соглашаться, если моя архитектура более правильная, более верная. Вот. И только после того, как получил от меня одобрение, то тогда уже кодить. Вот. То есть у меня такой вот договор с ним. Workflow: думай, спорь, планируй, делай. Не писать код сразу, сначала обсудить аргументированно. Ну окей, да. Да, да. Супер. Хорошо. Тогда мы идем туда. Пока, может быть, пока этот исследователь здесь копается и смотрит, где у нас какие ошибки, и собирает статистику, то мы зададим вопрос, который меня, допустим, интересует. В поисковой выдаче главная страница выглядит именно так. То есть перед тайтлом, который я хочу, добавляется 2 лишних слова fact witness, причем я не понимаю, откуда они тянутся. Я этого не хочу. То есть в тайтле есть важная концовка, что for Utah Court. Evidence for Utah Court, которая не помещается из-за того, что в начале тайтла что-то вставляется левое непонятное. Проанализируй главную страницу и проанализируй то, как она индексируется в Гугле, и дай мне гипотезы, почему так происходит и как это исправить, чтобы у нас в поисковой выдаче был именно тайтл. Такое вот задание для него пока. У нас программист простаивает. Как же мы можем позволить себе целого сотрудника, который простаивает? Так, этот пока между вкладками гуляет и собирает статистику. Мы видим, что он активный, потому что здесь написано Cloud started debugging this browser, cancel, и это закрыть. Я так понимаю, что скрыть уведомления. Ага, оно все равно появляется. И мы видим, что это окно браузера под управлением яички за счет вот такого вот дышащего контура прямоугольника вокруг того, что происходит. Окей, он пока собирает статистику, изучает, а мы здесь пообщаемся. Диагноз. Твой тайтл в Index NJK, Preserve Website and Social Media Evidence for Utah Court Fact Witness. Google показывает Fact Witness. Google сам переписывает тайтл, берет Fact Witness из
конца и переносит в начало с двоеточием. Это задокументированное поведение после обновления августа 2021 года. Почему Google это делает? 3 гипотезы. Гипотеза 1, главная, разделитель. С брендом в конце, триггер для переписывания, паттерн, контент, бренд. Google интерпретирует его как сайт, сам указал бренд и решает поставить его в начало по своей логике брендирования. Это происходит особенно часто, когда исходный тайтл длинноват для SERP. Гипотеза 2, конфликт title versus OG title. Твой OG title, Fact Witness Digital Evidence Preservation, он начинается с Fact Witness. Google видит два сигнала с брендом в title в конце, в OG в начале и выбирает формат бренд первым. Гипотеза, тема org, local business name, Fact Witness. Тема индекс NGK, прописан name, Fact Witness. Google использует structured data как дополнительный сигнал для идентификации бренда сайта. Что реально нужно сделать? Самое надежное решение — убрать Fact Witness из title главной страницы. Бренд останется везде, где нужно, но Google больше не будет триггера переносить его в начало. Также стоит привести OG title в соответствие, убрав Fact Witness из начала. Делать. На самом деле я хочу поиграться и знать точно, откуда это тянется. Давай мы вместо того, чтобы где-то убрать, мы их пронумеруем. И поставим Fact Witness 1, Fact Witness 2, Fact Witness 3, чтобы мы понимали точно, откуда это все тянется. И если там будет по-прежнему Fact Witness без какой-то цифры, то мы будем точно знать, что ни из какого из этих мест Google не тянет эти данные. Как тебе такая идея? Ну, такой вот, можно сказать, гиковский, задротовский подход, исследовать научно. Но это даст нам информацию, как сейчас работает Google, почему он так делает. Потому что он предлагает вариант, что мы так и не поймем, что сработало. Мы сразу изменим в двух местах. А если мы сразу изменили в двух местах, какое из этих мест сработало? Или, может быть, просто с опозданием подтянулся наш правильный тайтл, потому что у Гугла индексация старая, и он переиндексировал, прошло просто время. Проблема с экспериментом. Google покажет только один вариант, тот, который он выбрал. То есть, если в выдаче появится Fact Witness 3, мы пойдем источник Scheme.org, но если появится просто Fact Witness без цифры, значит ни один из 4 мест, Google тянет из своей базы, сайт уже проиндексирован, бренд запомнен. Плюс логотип Fact Witness 4 видят живые пользователи, это некрасиво. Можно нейтрализовать, в логотипе использовать HTML-комментарий или невидимый спан, но это нечестный эксперимент. Мои рекомендации. Вариант А. Делаем, как ты предложил, принимаем, что логотип временно выглядит странно, ждем переиндексации дней 5-14. Вариант Б. Чище меняем только те 3 места, которые невидимы пользователю. Title, OG title, схема. Логотип не трогаем. Если появится Fact Witness без цифры, значит либо логотип, либо собственная память Google. Что выбираем? На сайте сейчас достаточно мало посетителей, то есть реальные посетители там появляются, 1-2 посетителя, я не знаю, там в 2-3 дня. Так что это не какой-то там бешеный поток, но зато это органика. Исходя из этого, что ты мне предлагаешь, какой вариант выбрать? Он описал и, как бы предлагает нам варианты, но когда я спрашиваю у него повторно, что он бы мне посоветовал, что он предложил бы, то иногда он неожиданно что-нибудь прикольное.
При таком трафике вариант А без компромиссов. 1-2 посетителя несколько дней увидят странный логотип, зато получишь чистый эксперимент по всем 4 источникам. Если окажется, что Google тянет именно из логотипа, это важная информация, которая вариант Б пропустит. Делать? Да. Мы надиктовываем ИИшки максимально те данные, которые у нас есть, чтобы он знал, почему и как, что мы делаем. И когда у него достаточно много информации, то он может хорошо нам подсказать. То есть вот мы ему сказали, что мало посетителей. Он говорит, да, не вопрос тогда. Тогда, конечно, экспериментируем и получаем полный опыт, откуда сейчас Google тянет это название. Потому что, хочется контролировать процесс. Поэтому мы ставим название сайта 1, название сайта 2, название сайта 3, название сайта 4, чтобы точно понимать, откуда тянется. Окей. Так, хорошо. Дай мне текст коммита, но пушить я буду сам. Так, пока что сделали вот такую вот маленькую правочку. Да, текст коммита. Так, он запускает сравнение, то есть что уже запушено и что еще сейчас предстоит запушить. Если мы нажмем здесь, в IDE, commit, то мы видим, что изменилось 3 файла. Они синенькие. И вот сюда нажимаем, все они выбраны. Здесь у нас текст сообщения. Возвращаемся. Временный эксперимент. Окей, подходит. Commit and push. Push. И сайт пересоберется там через какое-то время. Так. Общий вывод и план действий. У нас есть внешний консультант, наблюдатель, который видит информацию в Google Search Console. И часть страниц не проиндексирована и выдала ошибку, почему они не проиндексированы. Ты можешь ставить под сомнение его слова или наоборот давать задание на повторное исследование, если необходимо. То есть с чем я сталкивался, бывает так, что мы страницу уже исправили, и этой ошибки уже нету, и надо просто физически зайти в Google Search Console, повторно проверить в интернете эту страницу и нажать кнопку «Прошу повторно индексировать». Вот, то есть я не говорю, что все не сделано. Восприми эту информацию просто как мнение и давай обсудим, что ты предлагаешь сделать. Так, надиктовали ему, дали свободу действиям. Копируем этот отчет, вставляем ему, пусть он думает, а мы хотя бы базово пробежимся. Фотка показатель, проиндексирована страница 42, не проиндексирована 27, причина неиндексации 5, кликов из поиска последние 28 дней 8, все 27 из проиндексированных страниц появились в GSC в конце марта, первое обнаружение, график показывает резкий скачок числа в районе, указывает на единое время технические изменения на сайте, спровоцировавшие проблемы. Да нет, мы просто создали этот сайт. Детализация по причинам. Причина 1, crowded, currently not indexing источник.
М, Без слэша, со слэшем. Мы еще сейчас дадим этому задание. Смотри, мы многие ссылки и страницы уже исправили, и там есть такая кнопка, когда заходишь проверять конкретную ссылку, ты тыкаешь по ссылке, появляется вверху справа Inspect URL с лупой, нажимаешь на нее, ждешь, пока все появится. Ам, Там есть кнопка Test Live URL. Нажимаешь эту кнопку Test Live URL и ждешь, пока пройдет поп-ап Testing Live URL с кнопкой Cancel. Он, его нужно ждать, и в конце появится зеленая галочка с надписью в самой странице URL is available to Google, и там будет кнопка Request Indexing. Вот ам, все такие вот страницы, которые URL is available for Google с зеленой такой вот галочкой, ну или просто ориентируйся по тексту. Я тебя прошу понажимать Request Indexing. Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь задать. Если нет, то просто приступай. С чем я столкнулся? С тем, что десктоп-версия, она работает намного стабильней, чем браузерный агент, потому что браузерный агент говорит: «Ох, ты меня просишь это сделать, я не могу». А десктопный говорит: «Да, окей, понимаю, сейчас сделаю». Вызывает там субагентов, которые копаются в этих страницах и все сами делают. То есть с ним намного приятнее работать, комфортно, удобно, хотя у меня установлено все. И Cloud Code, который из терминала работает, вот в IDE мы его используем, Cloud Desktop Work, вот это мне сейчас нравится. И у нас еще есть вот такая вот, сейчас я гляну, не закрывает, нет, не закрывает моим лицом. Получается вот приложение Open Cloud, который можно нажать, но он, ну, мне очень не нравится, как работает. По сравнению с десктопным клауды, десктопный вообще очень умничка. То есть он как управляющий управляет там уже субагентами в браузере. Теперь картина ясна. Дай конкретный анализ по каждому пункту. Дай. Мой анализ versus отчет консультанта. Корень проблемы найден, но описан не точно. Консультант говорит, сервер отдает 200 на обе версии. Это поверхностно. Смотрю в код и вижу два разных типа ошибок. Тип 1 zip-страница canonical без слэша. Нет слэша. Cloudflare Pages для статических сайтов. Elemently генерирует индекс, всегда отдает URL со слэшем как каноническую форму. То есть реальный URL со слэшем, а canonical указывает на без слэша конфликт. Отсюда alternative page with proper canonical tag failed для всех zip-страниц. Тип 2 листинговая страница с cities. Canonical cities нет слэша, та же проблема. Страница живет, но cities, canonical говорит cities. Так, внутренние ссылки без слэша в cities индексы. По конкретным страницам. Header City, Redirect Error, файл выглядит абсолютно нормально. Canonical правильный со слэшем. Скорее всего, это устаревшая ошибка из-за времени, когда что-то менялось. Рекомендую зайти в GetC URL Inspection, попросить переиндексировать, вероятно, ошибка исчезнет сама. Что реально нужно исправить в порядке приоритета? В CZip Canonical добавить слэш. Это и есть причина failed validation на 7 страницах. Проверь, нужно ли добавить флеши или они уже там есть. Мы, по-моему, изменяли это все.
Там за один проход ему несложно там 350 страниц поправить. Canonical. И посмотрим, что наш второй агент делает. Так, он быстренько там что-то сказал. Есть, нет. То есть он не все. Листинговые, нет. Legal страницы. Делать сейчас. Да. Вот, то есть мы, получается, исправили где-то 250 файлов, но не все. Я выберу, чтобы он сразу все имел возможность без моего ведома исправлять. Ну вот мы видим, что просто слэш добавляется в конце, и ошибка должна быть исправлена. Так, здесь что у нас происходит? Вот они руки, ничего не нажимаю. Лауда всем управляет. Ну и моя мышка тут видна. Она не движется. Вот он все сам. Ага, он вбивает конкретные названия, чтобы их проверить. Я из списка обычно выбирал. Теперь, я надеюсь, он нажмет тест live URL. Нет, да, да. Нажми request indexing. Я буду спокоен, что ты все правильно делаешь самостоятельно, и мне можно отвлечься на другие задачи. А я не вижу, ты нажимаешь тест live URL, ждешь ли, пока появится, пройдет проверка до самого конца, то есть она идет, ну, какое-то время, то есть там надо поймать, какой новый объект появился на экране, какой поп-ап показывает, что идет какой-то процесс, дождаться, пока он завершится, и только после этого нажать прочитать, если зеленая галочка и текст разрешено для индексирования в Гугле, то тогда нажать Request Indexing. Потому что я сейчас вижу, ты нажимаешь тест Live URL, а тест еще фактически не пройден, и часто ты даже пытаешься провести повторное тестирование и того, что написано URL is on Google. То есть, ну, в этом нет смысла. Это не то, что я поручил. Нет, он делает лютую дичь. Совсем не то, что я ему надиктовал. Я ему диктовал конкретные привязки к тексту, какой текст нужно поймать, но он не сообразил, что это будут попапы, которые надо ловить. Да, давай, сразу все сам меняй. И сразу попросим его дать текст коммита. И когда все сделаешь, дай, пожалуйста, текст коммита, чтобы мы сразу залили это все на сервер. Так, все исправлено, но и файлов с проблемой. Итог 7 NGK файлов, 9 zip. Текст коммита. Окей. Так, новых мы не создавали. Вот это измененные файлы. Их тут достаточно много.
66. Commit and push. Нужно ли сделать какие-то изменения в дизайне, в дизайне проекта, или у нас все стабильно, то есть там ничего не меняется? Так, пушим. Нужно ли сделать в дизайне проекта пометку о том, что мы делаем тестирование насчет вот это факт witness 1, 2, 3, 4, чтобы мы потом не забыли, ну или если там у тебя сессия обновится и память сотрется, то чтобы это у нас было зафиксировано. Интересно, может он сам вспомнит. Взглянем. Могли бы сделать... Так, все стабильно. Ну, плохо, да, то есть поэтому за ишкой нужно следить, потому что он говорит, у нас все стабильно. А у нас не все стабильно. У нас есть новые моменты, которые мы сделали, тестирование. Так, смотрим, что тут у нас клауда. Смотрю, где я сейчас нахожусь. URL is on Google. Продолжаю, осталось проверять. Иду быстро по тем, где URL is on Google, пропускаю. О, молодец. Еще загружается, жду полностью. URL is not on Google page with redirect. Это как раз требует теста. Нажимаю тест, live. О, хочу увидеть это. О, он его нажал, и здесь появился правильный текст URL is available to Google. И сейчас он должен нажать request indexing. Эту кнопку. Indexing requesting. Requested. Получилось. Наш агент работает. Наверное, это все, что мы сегодня сделали. Остальное просто дозавершу это все до результата уже своим временем, потому что тут будут однотипные, монотонные такие же действия, поэтому я не буду их показывать. Точно так же все будет. Ну что, поздравляю. Вы при помощи двух агентов Cloud Desktop, который управлял браузером, заходили и смотрели, какие ошибки с индексированием SEO, Search Engine Optimization, ошибки в Google Search Console. И при помощи Cloud Code терминального вы сделали исправление этих ошибок. Надеюсь, ваш сайт станет выше в поисковой выдаче, неважно какой поисковик, Google, Яндекс, какой-нибудь другой, DuckDuckGo. Желаю вам финансового благополучия, пусть все получается. Если вы досмотрели до этой точки, пожалуйста, ставьте палец вверх, подписывайтесь и знайте, что когда вы посмотрите мои стримы, то у вас все будет получаться. Потому что я показываю очень детально, прям все, не вырезая, и это намного лучше, чем какая-то инструкция, где сферический конь в вакууме, и пытаетесь воссоздать эту ситуацию, это ну просто невыполнимо. А здесь все просто берите, повторяйте, и будет вам счастье. Все, финансового вам благополучия, пусть все получается.